Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня мы будем делать обеденный стол и стулья для кукол. Для этой мебели я возьму переплетный картон толщиной 2 мм. Сначала сделаю стол. Вырезаю столешницу и детали подстолья, длину и ширину царги, а также ножки. Для лучшей устойчивости также дополнительно можно вырезать перекладину для ножек. Склеивать все части я буду клеем ПВА Столяр. Он гораздо прочнее и гуще канцелярского ПВА, поэтому детали не будут сильно деформироваться. Склеиваю детали столешницы. Сушить заготовки лучше под прессом. Например, это может быть тяжелая стопка книг. Также склеиваю между собой по 3 детали ножек и перекладин. При желании ножки можно подровнять, зашкурив их наждачкой. Склеиваю между собой по 2 детали царги. Но 2 короткие оставляю не склеенными. После этого собираю царгу по форме рамки. И примерно на равном расстоянии вклеиваю поперек 2 одиночные детали в качестве ребер жесткости. Теперь приклеиваю царгу к нижней стороне столешницы, примерно по центру. Для удобства можно сделать разметку. А затем внутрь нее по углам приклеиваю ножки. И отступив снизу 2 см, вклеиваю боковую перекладину в качестве распорки. Теперь вырезаю детали стула. Для начала склеиваю по 2 детали царги стула, а также все детали шириной по 5 мм склеиваю по 3 штуки. После высыхания приклеиваю царгу на края. Спереди отступаю по 5 мм с двух сторон. В этот отступ приклеиваю передние ножки. Задние ножки будут одним целым с боковинами спинки. Чтобы ножки были одинаковыми, можно сделать отметку на нужной длине. Приклеиваю 2 перекладины спинки. Нижнюю располагаю, отступив 2 см от сидушки. Также отступив от ножек 2 см снизу, приклеиваю перекладины сбоку. И в конце приклеиваю поперечную перекладину по центру. Вторую деталь сидушки я хочу сделать мягкой.
Для этого можно взять синтепон или поролон. У меня синтепон очень тонкий, всего 5 мм, поэтому я сложу его втрое. Вырезаю синтепон по размеру сидушки и немного фиксирую клеем. Отрезаю кусочек ткани примерно на 2 см больше с каждой стороны. Накрываю им синтепон и, немного натянув ткань, приклеиваю припуски с другой стороны. Сильно натягивать ткань не нужно, разве что в прорезях по углам. Примеряю сиденье, но пока не приклеиваю его. Перед этим я хочу обработать картонный каркас. Чтобы скрыть все неровности склеек, я возьму шпатлевку. По идее подойдет любая, а у меня вот такая для дерева. Наношу ее тонким слоем на неровности картонной заготовки. И оставляю до полного высыхания. Время всегда указано на упаковке. После полного высыхания шпатлевки зашкуриваю все неровности мелкой наждачкой. Затем крашу весь каркас. Моя акриловая краска немного бликует, поэтому я покрою все матовым лаком. Это также дополнительно защитит поверхность. После высыхания устанавливаю сиденье. Его можно приклеить насовсем, а можно оставить и съемным, и менять по желанию. И так как я очень люблю мебель-трансформер, особенно в кукольном формате, сделаю и съемную столешницу. Но, конечно же, вы можете декорировать ее сразу. Беру плотный ровный картон. У меня это тот же переплетный, но уже толщиной 1 мм. Врезаю прямоугольник по размеру столешницы. Закрашиваю торцы в цвет стола. И теперь буду делать мозаику. По всем краям прямоугольника отмечаю каждые 5 мм. Провожу линии по ширине детали. Также провожу линии по диагонали, от 2 клеточек по горизонтали и 1 по вертикали. Спускаюсь вниз еще на 1 и сдвигаюсь в бок еще на 2. Провожу следующую линию. Так размечаю весь прямоугольник. Такие же диагональные линии провожу в противоположном направлении. С
помощью этой разметки можно сделать целую уйму мозаичных узоров, а я хочу сделать узор 3D куб. Покажу на примере разных материалов, а вы уже выберите для себя подходящий. Беру черную гелевую ручку и серебряную краску, а также вот такую классную штуку из строительного магазина. С нее и начну. Это алюминиевый скотч. Причем липкий слой отдельно защищен бумажной основой. На ней делаю такую же разметку, как на столешнице. Выбираю одну из граней узора. Например, верхнюю. И нарезаю ленту по разметке на ромбы, состоящие из двух треугольников. Снимаю бумажный слой и приклеиваю ромбик на отметку. Следующий клею по диагонали и так далее по цепочке. Спускаюсь вниз через один ромб и также клею цепочку в шахматном порядке. После этого серебряной краской закрашиваю другую цепочку ромбов, также в шахматном порядке. И оставшиеся ромбики закрашиваю черным. Гелевую ручку удобно контролировать и делать четкие грани. Это и есть узор из 3D кубов. Таким простым способом можно декорировать любую поверхность. На мой взгляд, выглядит очень эффектно. Чтобы добавить глубины этому рисунку, я возьму прозрачный винил. Его я покупала также в строительном, под названием гибкое стекло. Оно легко режется обычными ножницами и сделает поверхность стола особенно глянцевой. И вот такой обеденный гарнитур для кукол у меня получился. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал.